Слава Украине, привет от Полонского. Ребята, я нахожусь сейчас возле как раз главной, какой там центральной синагоги в Киеве. И не просто так. Вот сейчас я вам покажу, что я тут вот здесь нахожусь, да. Ребятки, значит, сегодня главный раввин Украины, не, может это было и вчера, я не знаю, но увидел я это дело только сегодня. Так вот, сегодня главный раввин Украины Моше Рeuven Асман записал обращение к Трампу, причем записал обращение Трампу в музыке, очень интересное обращение такое, да, с призывом помочь Украине закончить эту войну и приблизить мир в Украине. Как это все выглядело, я могу вам сейчас в описании к данному ролику прицеплю, значит, ссылочку на его вытвер мистецтва, да, это, ну, реально хорошая песня, по-английски получилось, да, с обращением, то есть, ну да, ну классно, то, что классно, то классно сделано, спел, оказалось, у него хороший слух и голос, этого я не знал. Да, но вот он-то спел, он-то это все сделал. Но вот по поводу самого Трампа у меня, если честно, есть очень серьезное, что называется, сумление, да, и я объясняю почему. Вот сегодня что вице-президент Венс опять начали нести пургу, абсолютно несусветную пургу. Мы спасаем Украину, если мы этого не сделаем, Украина будет раздавлена. Ну, я сейчас точно не передаю слова, но смысл передаю очень точно. Украина, мол, будет раздавлена в течение короткого времени, и Россия победит, и вообще надо... Короче говоря, Украину надо спасать. Вот в этом, как говорится, их смысл того, что говорили сегодня Трамп и Венс. А я себе говорю, а как же вы собрались вести переговоры с Путиным, если вы еще до начала переговоров по привычке сдали весь предмет переговоров и сдали вообще все, что можно сдать. То есть это же вообще нереально как бы. Когда вы еще до начала переговоров сбросили все козыри, как вы любите выразиться, сбросили все карты, а потом начинаете что-то от Путина требовать. Он что, не слышит, что вы несете, какую ахинею вы несете до того, как начали переговоры, то есть вы сливаете до того все уже. Ведь если Путин ничего не смог с нами сделать в течение 3 лет, то где у нас малейшая гарантия того, что он сможет с нами хоть что-то сделать в течение следующего времени? Вот это очень хороший вопрос. Значит, на чем зиждется такая уверенность Трампа и Венса, что Украина проиграет войну? Знаете, на чем она зиждется? А все очень просто, друзья мои. Зиждется она на том, что давить им проще на Зеленского. И вот эту чушь и ахинею нести именно с тем, чтобы заставлять Зеленского идти на невыгодные для Украины решения. Но, вы знаете, время показывает, что давить на Зеленского — это все равно как писать против ветра. Абсолютно одинаково получается. Вы прекрасно видите, что сейчас происходит с этим договором о полезных ископаемых, которые американцы, чуть не сказал расисты, понимаете, вот у меня уже, да, думаю про американцев, говорю расисты, странно, не находите, да, которые американцы привезли сначала в одном виде, а потом с ними поработали наши умельцы, и сейчас этот договор имеет совершенно другой вид, и, возможно, его даже подпишут. Вот, поэтому и здесь, понятное дело, что никто не станет признавать Крым российским или, ну, еще какую-нибудь тому подобную чушь собачью. Вот, ну просто, знаете, в очередной раз Венс с Трампом показывают себя, мягко говоря, не с лучшей стороны. Вот я просто даже не слишком понимаю тех людей, которые, я вообще не понимаю тех людей, которые считают, что Трамп, Венс и вот подобные им личности, магисты вот эти, что они хотя бы чем-то хотят реально помочь Украине. Нет, они хотят помочь исключительно себе. Исключительно себе, сдав Украину как только возможно, и записав себе в копилочку какие-то там достижения, вот, которые они потом смогут предъявить что называется, на внутреннем рынке и рассказать, какие они великие миротворцы. Хотя тупо с них, честно говоря, как с козла молока.